Всем привет! Очень рада, что вы снова заглянули на мой канал. Сегодня продолжаем вязать джемпер и приступаем к спинке. Вперед готов. Мы закрыли петли по горловине и пересняли все петли плеч на булавке. Переворачиваем наше изделие и начинаем вязать спинку. Давайте сначала определимся, куда мы прикрепляем нить. Как бы мы вязали по кругу, вот в этом месте справа мы присоединяем нашу нить. Итак, прикладываем рабочую нить, и до сих пор мы с вами провязали 32 ряда. Вяжем сейчас 33. Первую петлю мы не снимаем, а провязываем, чтобы присоединить нить. И вяжем дальше. У нас всего нужно провязать 6 лицевых. 3, 4, 5, 6. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 с наклоном влево. Здесь мы еще вязали по кругу, поэтому петли нужно переснять. За задние стеночки провязываем 2 петли вместе. И 3 лицевые. 1, 2, 3. И вяжем так дальше этот ряд до конца по рисунку. Друзья, теперь вяжем самостоятельно спинку до закрытия петель на горловину. По переду мы остановились на 22 ряду и в 23 закрывали центральные. По спинке нам нужно провязать на 6 рядов выше, чем по переду. Значит, мы должны этот раппорт провязать до конца, потом еще 28 рядов следующего раппорта, и в 29 мы будем закрывать центральные петли. То есть всего нам нужно провязать 36 рядов. Итак, вот что получилось. Я остановилась, провязав 28 ряд. Переходим к закрытию петель по горловине. По горловине на спинке у меня петли на закрытие распределены так. Посередине 14 закрываем, потом закрываем 3, 2 и 1. Если вы по переду закрывали больше петель, то не забудьте их прибавить к 14. То есть если там вы закрывали на 4 петли больше, то и здесь закрывайте не 14, а 18. И по сторонам точно так же. Если вы делали, например, на одно закрытие больше, то закройте, например, вот здесь в последнем ряду не одну, а 2 петли. Я отметила маркером центральных 14 петель и по 6 по бокам. Справа и слева остается по 27. Вяжем до центральных 14 петель, закрываем их и потом продолжаем вязать левую полочку. Вяжем 29 ряд по рисунку. Кромочную снимаем, 4 лицевых, накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, провязываем 2 вместе за заднюю стеночку и 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. Вяжем так до центральных 14.
Подходим к петлям, которые нам нужно закрывать. У меня они начинаются с зеленого маркера. И начинаем закрытие. Первую провязываем, вторую провязываем тоже и протягиваем ее через первую провязанную. Первую закрыли. Следующую провязываем и протягиваем ее через предыдущую. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. Одиннадцатая. 12, 13 и снимаем маркер для того, чтобы закрыть последнюю 14 и 14. Так, закрыли 14 петель, теперь вяжем дальше по рисунку 29 ряд. Смотрим, у нас здесь по рисунку должно быть сколько лицевых. Вот изнаночную провязали, 4 лицевые. Вот провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 3 лицевые. 2 с наклоном влево. И 5 лицевых. Вяжем еще один раппорт до конца. И прежде чем вязать 30 поворотный ряд, я пересниму все петли правого плеча на дополнительные спицы. Я пересняла петли правого плеча на дополнительные спицы, провязала 30 поворотный ряд. И мы приступаем к 31 ряду. Здесь нам нужно будет сделать 3 убавления. Итак, делаем первое убавление. Протягиваем петлю через предыдущую. Второе убавление. И третье. Так, смотрим, нам нужно после 2 изнаночных провязать 5 лицевых. Вот одна закрыта, одна уже на спице, значит нужно провязать еще 3. Провязываем первую, вторую, третью. Накид, 3 лицевые. 2 с наклоном влево и 4 лицевые. Вяжем так ряд до конца, еще один раппорт и провязываем обратный 32 ряд. Пятый ряд горловины, 33 по рисунку. Здесь нам нужно закрыть 2 петли. Итак, делаем первое убавление и второе.
Так, смотрим по рисунку, у нас должно быть 6 лицевых. Вот 1, 2, 3, 4, и вот 2 нам еще нужно провязать. Вяжем 5 и 6. Делаем накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном влево и еще 3 лицевые. Вяжем еще один раппорт этого ряда и обратный 34 ряд. 7 ряд, 35 по рисунку. Здесь нам нужно сделать одно последнее убавление. Итак, убавляем 1 петлю и смотрим по рисунку. Нам нужно провязать 7 лицевых петель. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас вот и 7. 2 нам еще нужно провязать. 6, 7. Накид, 3 лицевые. Время от времени проверяйте себя, не сбились ли вы с рисунка. Проверяйте, все ли у вас правильно. 2 с наклоном влево, 2 петли вместе и 2 лицевые. Дальше вяжем еще один раппорт до конца ряда. Потом провязываем последний 8 ряд или 36 по рисунку. Это изнаночный последний ряд наш будет, и переходим на правую полочку. Провязываем последний 8 изнаночный ряд и переснимаем петли на дополнительные спицы. Итак, я пересняла все петли на дополнительную спицу и оставила кончик нити подлиннее. Переходим к правому плечу. Прикрепляться будем вот здесь, от горловины справа на изнаночной стороне. Итак, прикладываем нить. Это у нас второй ряд от горловины. Первый был тот, в котором мы 14 средних закрывали. Здесь нам нужно закрыть 3 петли. Итак, первую мы провязываем, вторую провязываем тоже и протягиваем через предыдущую. Первое убавление. Второе убавление и третье убавление. Вяжем дальше изнаночный ряд по рисунку. Это у нас 30 ряд по рисунку. Третий лицевой ряд вяжем без изменений по рисунку. По рисунку это у нас 31 ряд. Итак, снимаем кромочную, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном влево и 4 лицевые, 2, 3, 4. Вяжем так ряд до конца. Мы находимся в 4-м ряду от горловины, и здесь нам нужно закрыть 2 петли. Первое закрытие и второе. Дальше вяжем ряд по рисунку. Мы в 5-м ряду, это 33 ряд по рисунку.
Здесь у нас 6 лицевых сначала, накид, 3 лицевые, 2 с наклоном влево, 2 вместе и 3 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 3 лицевые. И здесь мы провяжем 2 последние петли, 2 вместе с наклоном влево. Потому что мы сделали накид, значит и должны одну петлю убавить. Так, теперь разворачиваемся и вяжем 6-й изнаночный ряд. Здесь нам нужно сделать одно убавление. Есть, все, это было последнее убавление. Вяжем теперь этот ряд по рисунку. И потом нам останется провязать 7-й лицевой и 8-й изнаночный, уже без убавлений. Давайте провяжем 7-й ряд от горловины или 35-й по рисунку вместе. Итак, у нас идут 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе с наклоном влево, и 2 лицевые. Так, вот у нас остался кусочек последнего раппорта, 2 изнаночные, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. После накида нам нужно провязать 3 лицевые, а потом 2 вместе с наклоном влево по рисунку. Но петель у нас уже недостаточно. А так как мы накид сделали, то нам нужно одну петлю и убавить. Поэтому мы вот эти последние 2 провяжем вместе, как одну. Так, провязываем одну лицевую, вот 2 вместе с наклоном влево. Давайте теперь пересчитаем. У нас должно быть на спицах 27 петель. Так, есть у меня 27 петель на спицах. Теперь мне осталось провязать только последний. Это будет 8-й изнаночный ряд, 36-й по рисунку, без каких-либо изменений. Итак, спинка у нас довязана. Теперь будем выполнять крючком плечевые швы. Для этого нам нужно вывернуть изделие, то есть вывернуть наш джемпер на изнанку. Вперед и спинка должны лежать лицом друг к другу. Вот таким образом, лицом к лицу. Берем крючок, у меня это номер 4. И сшиваем следующим образом. Мы будем снимать из одной и с другой спицы по одной петле и протягивать сквозь них рабочую нить. Так, первую сняли с первой спицы, вторую со второй и протягиваем рабочую нить сквозь эти 2 петли. Стараемся не сильно затягивать. Это должно быть и не очень свободно, и не очень затянуто все. Следующую петлю с первой спицы, со второй спицы
и протягиваем рабочую нить уже сквозь все 3 петли. Так, одна, вторая с другой спицы и протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Давайте еще раз. С одной петли снимаем, с другой снимаем вторую и протягиваем рабочую нить сквозь все 3 петли. Снимаем одну, снимаем другую и протягиваем. Смотрим, чтобы шов был не очень затянут, проверяем. А также петли не перекручиваем, снимаем их за правые стенки. Смотрим вот куда, как лежит правая стенка, и снимаем их за правые стенки. Вот мы подходим к концу закрытия. Осталось у нас 2 пары петель. Так, и последняя. Берем одну, снимаем другую. Протягиваем рабочую нить. И закрепляем ее. Делаем еще одну протяжечку, вытягиваем ниточку. Все. У меня она уже была короткая, вы ее обрезаете. Шов готов. Вот так он выглядит с лицевой стороны. Другое плечо сшиваем точно так же. Друзья, после того, как я сшила плечи, я связала один рукав. В первой части видео я уже объяснила, как я высчитывала высоту проймы. Теперь приступим непосредственно к вывязыванию самого рукава. Поднимаем 48 петель, это 3 раппорта, и будем вязать по кругу на нужную длину. При этом узоре мы не можем начать ряд, где нам захочется. То есть нужно распределить раппорты так, чтобы получилась красивая общая картина. Я решила расположить один раппорт сверху, ну и 2, естественно, по бокам. Для этого нам нужно начать поднимать петли под мышкой. Таким образом мы состыкуем изнаночные петли, и получится как бы такой внутренний шов по всей длине тела и рукава. В длину я провязала 2,5 раппорта. Вот первый, потом второй полностью и еще половинку. Для подъема петель я использовала короткие 40-сантиметровые спицы. У них сами спицы короткие, что очень удобно при вязании рукавов. Но не у всех, наверное, есть такие, поэтому я покажу вам на тех же длинных спицах, которыми я вязала тело джемпера. Итак, начинаем. 2 первые петли я подниму вот здесь, вот эти 2 отверстия. Вот здесь я подниму 2 петли, с которых я и начну ряд и раппорт. Это будут 2 изнаночные. Так, смотрим. Я опускаюсь как бы на один ряд ниже, чтобы не было дырки. Первая петля. И вторая тоже на один ряд ниже. Итак,
Вот 2 петли мы подняли, это 2 наши будущие изнаночные петли. Дальше смотрим по кромочным. Вот она, первая кромочная. За обе стеночки входим и вытягиваем петлю. Дальше следующая. Подныриваем под обе стеночки кромочной петли. Следующая. Дальше еще одна косичка. Еще. И вот так вот проходимся, набирая петли по всей окружности проймы. Теперь уже я пересниму эти петли на спицу и попробую дальше уже набирать их спицей. И поднимаю дальше спицей. Еще следующую кромочную. Вот здесь я уже подхожу к концу набора, то есть к началу ряда. Вот теперь для удобства я вытащу в середине петлю лески спицы. Итак, вот мы подошли к началу ряда. Вон они, 2 первые петли, которые мы вытащили из изнаночных двух. Вот теперь сейчас нам нужно их пересчитать, сколько у нас петель на спицах. У меня получилось ровно 48 петель. Если у вас получилось их на несколько меньше, то доберите. Если больше, то провяжите первый ряд как есть, а во втором ряду убавите, провязав 2 петли вместе. Начинаем вязать первый ряд раппорта. Вытягиваем правую спицу. И вяжем 2 изнаночные, ниточку подтягиваем рабочую, которую мы прикрепили, 2 изнаночная и 14 лицевых.
Так, мы доходим до середины. Теперь подтягиваем левую спицу и вяжем дальше так называемым способом волшебного кольца. Правую опять вытягиваем и вяжем ряд до конца. Потом вяжем второй ряд раппорта. Он вяжется точно так же: 2 изнаночные, 14 лицевых. Потом я с вами еще вместе провяжу третий ряд. Ну а дальше вы будете вязать уже рукав самостоятельно. Давайте провяжем первый раппорт третьего ряда с вами вместе. Вы, кстати, можете обозначить начало ряда маркером для удобства. Итак, 2 изнаночные, восемь лицевых, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. 2 петли вместе с наклоном вправо, провязываем за передние стеночки, 3 лицевые, первая, вторая, третья, накид и 1 лицевая. Вот что должно получиться. Провяжите самостоятельно 2,5 раппорта, это 120 рядов, или провяжите на ту длину, которая нужна вам, и после этого мы с вами встретимся снова. Итак, я провязала уже рукав на нужную мне длину. Это 2,5 раппорта. Вот первый, 40 рядов, еще 40 рядов, 80 и еще 20 рядов, 2,5 раппорта. Теперь будем переходить к манжетам. Что хотела вам еще сказать насчет манжетов. Я хотела узкие, чтобы они хорошо держались на запястье. То есть, вот чтобы можно было сделать такой напуск. Поэтому я убавлю петли перед провязыванием манжетов. Давайте я вам на всякий случай скажу еще обхват моего запястья: 15 сантиметров. А ширина манжета примерно 8 сантиметров. Смотрите, определяйтесь сами. Если это слишком узко вам будет, то сокращайте не каждую третью петлю, например, а каждую четвертую или пятую. Или вы можете вообще их не сокращать, а вязать просто дальше резинку. Я перехожу на спицы номер 5,5 и буду делать убавление через каждые 2 петли. То есть количество петель сократится на 12. Начинаем. 2 петли провязываю, 2 провязываю вместе за переднюю стенку, следующие 2 провязываю и теперь 2 вместе за правую стенку, еще 1, вторая, теперь 2 вместе. Первая, вторая, 2 вместе. И вот таким образом довязываю до конца ряда. Итак, теперь переходим на резинку 1 на 1. Я провяжу 34 ряда резинки с вытянутыми петлями.
Это примерно 10-11 сантиметров. Вы вяжите на нужную вам длину, и потом мы встретимся, и я покажу, как я закрываю петли иглой. Манжет провязан, давайте приступим к закрытию иглой. Итак, отмеряем нить примерно 2,5 окружности манжета. Вот одна окружность. Отмеряем вторую и еще половинку. И обрезаем нить. Вдеваем нить в иглу и начинаем. Принцип закрытия иглой заключается в том, что мы соединяем попарно изнаночные петли и лицевые. Иглу мы вводим в одну и ту же петлю 2 раза. Начинаем мы с изнаночной петли. Первый наш стежок, это вот мы сзади подхватываем вот эту вот заднюю стеночку изнаночной петли и протягиваем нить. Хорошо ее затягиваем. И теперь переходим на лицевые петли. Теперь будем соединять 2 лицевые. Вот это первая и вторая. В первую петлю мы входим от себя, а во вторую к себе. Итак, начинаем. В первую петлю мы входим от себя и снимаем ее со спицы, а во вторую к себе. Игла идет по направлению к себе. И подтягиваем нить. Теперь переходим на изнаночные петли. В первую изнаночную мы будем вставлять иглу к себе, а во вторую от себя. Итак, смотрим сзади, заходим сзади и протягиваем в эту петлю иглу к себе, по направлению к себе. А во вторую от себя подхватываем за заднюю стеночку и затягиваем. Следующая пара 2 лицевые. В первую петлю вводим иглу от себя, снимаем ее, во вторую лицевую к себе, направлении к себе. Так, следующая пара у нас изнаночных. Первую петлю иглу вводим сзади к себе, снимаем петлю, а во вторую от себя вводим иглу за заднюю стенку от себя. Дальше у нас идет опять лицевая пара. Вводим иглу от себя, снимаем эту петлю, а в следующую лицевую к себе. То есть с лицевыми петлями мы работаем впереди на лице, с изнаночными, как бы с изнаночной стороны. Опять у нас изнаночная пара
Сначала иглу к себе, снимаем ее, вторая от себя. Так, дальше у нас лицевая пара опять идет. Сначала иглу вводим от себя, снимаем эту петлю, во вторую вводим иглу к себе, затягиваем. Дальше опять изнаночная пара. Смотрим на изнанку, первую петлю к себе, протягиваем иглу и снимаем ее, а теперь вторую от себя. Еще раз лицевая пара, первая лицевая, вводим иглу от себя, во вторую к себе. Изнаночная, смотрим назад, иглу направлением к себе, протягиваем ее, снимаем сразу, и вторую от себя. И вот по такому принципу закрываем петли дальше. Здесь самое главное не сбросить раньше времени петли, потому что нет ничего хуже потом искать их и смотреть, за какую стенку их зацепить, когда они уже сброшены со спицы. То есть вот делайте точно так же, как и я. Сбрасывайте петлю со спицы только тогда, когда вы в нее уже 2 раза вошли иглой. Я подошла к концу. На спицах у меня осталась одна лицевая и одна изнаночная. И вот их нам нужно соединить вот с самой первой петлей. Вот, нужно найти одну дужку петли и вторую и соединить сначала лицевые, потом изнаночные. Итак, лицевая от себя и за дужечку к себе. И теперь изнаночную сзади к себе и за дужку первой петли от себя. Вот она. Все, хорошо затягиваем нить. Закрытие готово. Вот такой получился красивый и эластичный край. Теперь осталось спрятать кончик нити. Я это обычно делаю так. Поддеваю иглой за стеночки петель. Вот таким образом делаю несколько стежков
И теперь делаю еще один закрепительный узелок в конце. Все, теперь можно нить отрезать. Теперь нам осталось обвязать горловину. Набираем петли, начинаем от плечевого шва и поднимаем петли, ориентируясь на кромочные и лицевые дорожки. Вначале я буду набирать крючком, а потом перейду уже на спицы. Итак, заходим за обе стеночки кромочных и поднимаем петли. Вот, смотрим, здесь хорошо видно одна кромочная, вот другая. Теперь я перейду на спицы. Здесь мы ориентируемся на лицевые дорожки. Вот одна, вот следующая. И так далее. Таким образом набираем петли по всей окружности горловины. В результате у нас должно получиться четное количество петель, потому что мы будем вязать дальше резинку 1 на 1. Друзья, я подняла петли по горловине, проверила, у меня их четное количество. Теперь буду вязать резинку 1 на 1. Резинку с вытянутыми петлями, точно такую же, как я вязала на манжетах. И провяжу я примерно сантиметра 3-4 и закрою иглой петли. Вот и все. Я провязала 3 сантиметра резинки. Вот что у меня получилось на данный момент. Все, выше я больше ее вязать не буду. Я теперь закрою петли иглой, и наш джемпер готов. Друзья, на этом все. Очень надеюсь, что вам было все понятно. Спасибо, что вы вязали вместе со мной. До новых встреч!